Привет. Хочешь сыграть? Красивая девушка сама ко мне подошла. Что происходит? Я не буду ничего покупать. Я просто хочу сыграть в камень-ножницы-бумага. Если ты выиграешь, я тебя поцелую. Поцелуешь? Такого как я. А в чем подвох? Если проиграешь, я бью тебя по яйцам. Ты можешь получить не только поцелуй. Если захочешь сыграть в другую игру, приходи сюда завтра в без 45. По-любому здесь какой-то подвох. Просто передерну и забуду. Нет, из-за этого я до сих пор девственник. Нужно найти девушку. Решено. Сейчас посмотрим минимальные требования на тянок. 50 тысяч рублей. С этими мужчинами спать нельзя. Вообще, в принципе, никому. Ни одна женщина не должна с ними спать никогда. А максимум это очень какая-то дешевая проститутка, и то, которая не может ничего лучшего себе найти. Да? То есть у этих мужчин секса быть не должно. В принципе, в природе у них секса и нет. С ними можно пытаться выстраивать. Сколько должен зарабатывать мужчина? 100 тысяч. 200 хотя бы. Ну, пусть 300 будет. От 500 000. Не меньше миллиона. Ладно, это просто испорченные девки. Надо поискать девственниц. Что? Да ладно? Приветик. Я твоя новая соседка снизу, только заехала. Сантехнику меняют. Можно сходить у вас в туалет? Конечно, как я могу тебе отказать? Спасибо. Вот это повезло. Это мой шанс. Собери свои разбитые яйца в кулак и приготовься колонизировать межножный храм этого ангелочка. В эти минуты я терял веру во все человеческое. Я много чего ужасного в жизни слышал. Ехал с ребенком в маршрутке 15 остановок, скрипел фломастером по листу бумаги. Но это переходило границы разумного. Через 2 минуты соседи начали стучать в стену, думая, что я фигачу дрелью. Добро пожаловать! Это игра в кальмара. Вас ждет серия игр, а победитель получит возможность войти в заветный межножный храм и сбросить листву. Хэх, прямо как мой бывший, понял, что своей иголочкой не справится и начал вязать. Отлично. Рынок пизды все еще держит высокую ценность. Конечно. Это же самый древний и устойчивый рынок на планете. Обвалить его может только либо война, либо окончательная нищета. Мужчины по-прежнему готовы умирать и убивать ради нас, как и тогда на дуэлях и в рыцарских поединках. Ладно, приведите победителя. Мы запустили массовую публикацию цитат на красивом фоне про то, каким должен быть настоящий баба-раб, но, конечно, баба-раб заменили на настоящий мужчина. Красиво сформулировали и наложили красивым шрифтом на красивом фоне. Само собой. Но мужчины начинают что-то подозревать и говорить, что девушки фотографируются как шлюхи в последнее время, чтобы увеличить спрос на себя и вырасти в цене. Мы же внедрили новое слово «эстетика». Неужели эти дуры не могут взять в руку яблоко или какой-то цветок, когда делают откровенные фото, и все? Ты не ш**ка. Это эстетика. Поздравляю с победой. Ты принял участие в подтверждении актуальности ценности ресурса, называемого кекс. О чем вы? Мужчины – покупатели, а женщины – продавцы и контролируют предложение. Предположим, что условная женщина отказывается от кекса с мужчиной, пока он на ней не женится. Таким образом, она устанавливает довольно высокую цену за доступ к ее телу.
Мужчина, в свою очередь, имеет право отказаться от столь дорогого товара и обратить внимание на более дешевые аналоги. Однако это имеет смысл лишь в том случае, если на местном рынке есть женщины, готовые предложить кекс по более низкой цене. В случае, если все женщины сообщества требуют обручальное кольцо, мужчине придется либо принять эти условия, либо вовсе отказаться от совокуплений. Кекс, как женский ресурс, означает, что каждая культура определяет женскую сексуальность как более ценную, чем мужскую. Женщины получают ценности в обмен на услуги интимного характера, при этом мужская сексуальность в противовес не может быть обменена на ценности. Поздравляю! В игре в кальмара ты заплатил свою цену. Нам, конечно, выгодно существование таких, как ты. Только у женщин в подкорке заложен триггер на поиск качественного генетического материала, а ты настолько неуспешен, что ради вареника тебе пришлось рисковать жизнью. Поэтому мы можем быть только друзьями. Либо можем дать тебе разведенку с прицепом, который за 30.